В августе 1962 года в морге Лос-Анджелеса лежало тело, которое патологоанатомы долго не могли идентифицировать без документов. Истощенное, с отросшими темными корнями, без зубов и грамма косметики. Это была истинная Норма Джин Бейкер, человек, которого публика никогда не видела при жизни. Шок в том, что никакой Мерлин Монро на самом деле никогда не существовало. Это не имя, не характер и даже не внешность. Это выверенный до миллиметра психологический панцирь, который искалеченная сирота построила себе, чтобы выжить. Но в итоге этот панцирь ее же и раздавил. Когда полиция зашла в ее дом в Брентвуде, их встретила не роскошь голливудской дивы, а атмосфера странного, зловещего, временного прибежища. На полу лежали нераспакованные коробки, мебель выглядела случайно купленной, а на ночном столике вместо элитных парфюмов стопочкой выстроились фармацевтические пузырьки со снотворным и рецепты от психоаналитика Ральфа Гринсона. Публика привыкла думать, что Мерлин купалась в бриллиантах, но этот миф – это первая великая иллюзия Голливуда. В отличие от той же Элизабет Тейлор, например, у Мэрилин никогда не было личной коллекции сокровищ. Единственными драгоценностями за всю ее жизнь были нить морского жемчуга Микимото, которую ей подарил Джо Димаджо во время их короткого медового месяца в Японии, и лаконичное платиновое кольцо с бриллиантами огранки «Багет». Все легендарные колье, в которых она позировала на красных дорожках и пела о том, что бриллианты – это лучшие друзья девушек, после съемок сдавались под опись костюмерам. Это, кстати, была дешевая бижутерия из стекла и латуни. Общество требовало от нее быть вечно молодой, идеальной Мэрилин. Но пока на экранах она излучала здоровье и неземной магнетизм, реальное тело Нормы Джин Бейкер буквально распадалось на части. Дело в том, что она годами страдала от тяжелейшей формы эндометриоза. Это заболевание вызывало физическую боль такой силы, что Мэрилин регулярно теряла сознание прямо на съемочной площадке, а студийные врачи уже привыкли колоть ей обезболивающие прямо через костюм. Она пережила несколько полостных операций, адские спазмы и катастрофическую неспособность выносить ребенка. Каждый из ее выкидышей становился глубочайшей психологической травмой, о которой запрещено было говорить в прессе, конечно же. Добавьте к этому хроническую, изматывающую бессонницу, когда человек не может уснуть по 3-4 дня подряд, и жесточайшие панические атаки перед каждым выходом к камере. Как ни странно. И чтобы понять, откуда взялась эта нечеловеческая способность к трансформации, нам нужно отмотать время назад и посмотреть, как именно создавался этот идеальный голливудский продукт. В конце 40-х годов шатенка с неидеальным прикусом и застенчивым взглядом по имени Норма Джин поняла главную правду Голливуда. Студийный конвейер сожрет ее и выбросит на обочину. Чтобы пробиться, недостаточно быть просто симпатичной. Нужен был продукт, от которого у зрителя перехватывает дыхание, и она подошла к созданию Мерлин Монро с холодным, таким математическим расчетом. Сначала была хирургия. В эпоху, когда пластические операции считались редким и опасным риском, Мэрилин тихо, без лишнего шума идет к хирургу. Ей точечно корректируют кончик носа, подрезают хрящевую ткань, чтобы сделать профиль более изящным. Затем следует более сложная процедура – вживление импланта из губчатой кости в подбородок. Это сделало овал лица идеальным для голливудского освещения того времени, мягким, но с четко очерченной челюстью. После этого следует полная, мучительная перестройка прикуса у ортодонта. Но лицо – это лишь половина дела. Мерлин первой в Голливуде применила то, что мы сегодня назовем жестким биохакингом. В 1952 году журнал Page Ant выпускает интервью, которое повергло в шок весь шоу-бизнес. В то время как женщинам прописывали исключительно легкую гимнастику и прогулки, Мэрилин открыто заявляет, что каждое утро начинает с тяжелой атлетики. В своей спальне, пока Голливуд еще спит, она поднимает 5-килограммовые гантели, выполняя жимы от груди под разными углами. Она знала физиологию досконально. В интервью она говорила, что это единственный способ удерживать
форму и осанку, а осанка у нее была просто-таки легендарная, да, без удушающих, калечащих корсетов. А вот ее диета, кстати, привела бы в ужас современных диетологов, и меня в том числе. Но для нее это была строгая топливная система. На завтрак стакан теплого молока, в котором она разогревала и прямо руками взбивала 2 сырых яйца, выпивая эту смесь вместе с шоковой дозой поливитаминов. На ужин у нее сырая печень, баранина или стейк. Она покупала мясо в мясной лавке по дороге со студии и жарила его сама на дешевой электрической плитке прямо в номере отеля. А гарниром к мясу служили 4-5 сырых морковок. Она могла съесть, кстати, полкило сырой моркови за один вечер. Это был ее главный, бескомпромиссный источник углеводов и клетчатки. А вот этот ее знаменитый voice tone, да, вот этот вот дышащий шепот. Так вот, даже он не был природным даром или же кокетством, как многие думали. В детстве Норма Джин пережила сильнейший стресс и начала заикаться. Об этом, кстати, более детально мы поговорим дальше в этом выпуске. Заикание пропадало только тогда, когда она говорила на глубоком выдохе. Логопед научил ее специальной технике речи – выдыхать воздух вместе с первыми звуками слова. Мэрилин превратила этот медицинский и компенсаторный прием в самый сексуальный голос 20 века. А легендарная 8-очная походка – это же не просто грация. Мэрилин отпиливала полсантиметра от каблука на левой туфли. Эта микроскопическая разница в высоте создавала естественный, плавный и невероятно гипнотический опись бедрами при каждом шаге. Многие скажут, обычные голливудские ужимки и манипуляции, да, все актеры меняют внешность, но здесь мы подходим к самому главному, ради чего вообще существует этот канал. Когда мы разбираем самые странные и резонансные феномены в истории, будь то жестокие тираны, гениальные мошенники или же главная секс-бомба 20 века, за каждым таким культом всегда стоит одна и та же вещь. Попытка психики справиться с чем-то невыносимым, с какой-то невыносимой внутренней болью или же травмой, да, другими словами. Так вот, в случае с Мэрилин это был не просто шоу-бизнес, это была работа ее защитных механизмов. Когда маленький ребенок растет в адских буквально условиях, мать в психбольнице, постоянные чужие дома, а в 8 лет тебя насилуют и взрослые объявляют вруньей, мозг ищет только один способ не сойти с ума. Он учится отключать реальность. И вот маленькая Норма Джин научилась буквально выходить из своего тела и смотреть на ужас со стороны, внушая себе: это происходит не со мной. И когда она выросла, этот механизм никуда не делся. Она просто взяла и расщепила себя на 2 совершенно разных людей. Первая – это Норма Джин. Она настоящая, но глубоко травмированная девочка. Она до смерти боится, что ее бросят. Чувствует себя грязной, заикается от нервов, боится камеры и глушит этот ежедневный панический страх таблетками. Вторая – это Мэрилин Монро. Ее идеальный бронежилет. Мэрилин недосягаема, ее любят миллионы, ее невозможно обидеть или выбросить, потому что она богиня. Почему же у нее не складывалось с мужчинами? Дело в том, что все ее браки, от спортсмена Джо Димаджо до писателя Артура Миллера и президента Кеннеди, это не про поиск любовников. Она искала в них отца, которого у нее никогда не было. Она даже Миллера называла папой. Но здесь включалась страшная ловушка. Как только мужчина начинал любить настоящую живую Норму Джин с ее депрессиями и слезами, она сама разрушала эти отношения. В ее голове с детства сидела железобетонная установка: если они узнают, какая я на самом деле настоящая и слабая, они обязательно меня бросят. Почему же этот панцирь ее все-таки убил в итоге? Чтобы каждый день надевать на себя маску Мэрилин Монро и улыбаться перед тысячами вспышек, нужны гигантские эмоциональные силы. И к 36 годам у нее просто кончилась батарейка. Маска стала слишком тяжелой, а под ней все так же сидела испуганная Норма Джин. И когда этот бронежилет перестал защищать ее от одиночества и бессонницы, все здание просто рухнуло в одночасье. Она создала безупречную машину для очарования, но кем была женщина
внутри этой машины. Интересно, что голливудская система продавала Мэрилин как глупую блондинку, наивную и безграмотную дурочку, которая путает слова. Пресса с удовольствием тиражировала этот образ. Но за закрытыми дверями гримерок разворачивалась совершенно иная драма. Пока визажисты и парикмахеры по 3 часа укладывали ее платиновые локоны, Мэрилин не читала глянцевые журналы, как многие наверняка думали. На ее коленях всегда лежали Уиллис Джеймса Джойса, сборники Зигмунда Фрейда, труды Достоевского, Камю или Пруста. В ее личной библиотеке, описанной после смерти, числилось более 400 томов серьезнейшей классической литературы и философии. Не имея возможности получить нормальное школьное образование из-за бесконечной беготни по приютам, она жадно впитывала знания во взрослом возрасте. Мэрилин тайком ходила на лекции по актерскому мастерству к Ли Страсбергу, нанимала частных преподавателей по истории и литературе и пыталась понять устройство мира, который относился к ней лишь как к красивой кукле. И еще одна сторона ее жизни, о которой студийные боссы предпочитали молчать, это ее острое, почти болезненное чувство справедливости. В 1955 году разразился скандал, который мог стоить Мэрилин карьеры. Престижнейший ночной клуб Лос-Анджелеса Макамбо категорически отказался бронировать выступление великой темнокожей джазовой певицы Эллы Фицджеральд. Причина была простой и отвратительной – расовая сегрегация. Клуб просто не хотел видеть черную артистку на своей сцене. Узнав об этом, Мэрилин лично звонит владельцу Макамбо. Она не устраивает истерик, а говорит с ним языком жесткого ультиматума. «Если вы дадите Элле сцену, я лично буду каждую ночь сидеть за передним столиком прямо перед софитами, а со мной приедет и вся пресса Лос-Анджелеса». Владелец сдался перед угрозой потерять внимание главной звезды Голливуда. Мэрилин приехала на первое же выступление, села за первый столик и направила все вспышки папарацци на Эллу. Годы спустя Фицджеральд вспоминала: «Я больше никогда не играла в маленьких джазовых клубах. Мэрилин была необыкновенной женщиной, она опередила свое время на десятилетия». Также, помня от собственного детства, Мэрилин анонимно переводила огромные суммы денег детским домам и фондам помощи сиротам. Более того, она регулярно оплачивала счета за лечение бывших рабочих киностудии, осветителей, костюмеров, гримеров, которые оказались выброшены на улицу из-за болезней. И при этом ее агентам, кстати, было строжайше запрещено сливать эту информацию в газеты. Она считала пиар на чужой беде глубоко неэтичным. Но почему же эта умная, добрая, невероятно сильная женщина оказалась втянута в смертоносную паутину, где переплелась политика, клан Кеннеди и спецслужбы? Мы подбираемся к самой опасной странице в жизни Мэрилин Монро. К моменту, когда ее психологический панцирь дал трещину, а сама она оказалась между двух огней в политических играх высшего эшелона власти. Май 1962 года. Мэдисон Сквер Гарден. 15 тысяч зрителей и прямая трансляция на всю страну. На сцену выбегает Мэрилин Монро в знаменитом голом платье, усыпанном 1000 кристаллов и сшитом прямо на ее теле. Она поет легендарное «Happy Birthday, Mr. President» для Джона Кеннеди. Это выступление длилось всего пару минут, но оно стало приговором. То, с какой интимной, откровенной интонацией Мэрилин пела эти слова, не оставило сомнений ни у прессы, ни у Жаклин, ни у ФБР. Между президентом США и главной актрисой планеты есть связь. Но роман с Джоном Кеннеди перерос в нечто гораздо более опасное в отношениях с его братом, генеральным прокурором Робертом Кеннеди. Мэрилин, искавшая в этих мужчинах защиту, любовь и признание своего интеллекта, начала вести дневник. Красный кожаный блокнот, куда она записывала не только свои эмоции, но и фрагменты разговоров с братьями Кеннеди о политике, мафии и государственных секретах. Для клана Кеннеди Мэрилин из роскошного трофея мгновенно превратилась в смертельную угрозу их политической династии. В июле 1962 года Джон и Роберт резко обрывают с ней любые контакты. Ей меняют личные номера телефонов, ее не соединяют с Белым домом, а для женщины, чья детская травма заключалась в паническом страхе быть брошенной, это становится катастрофой. Она начинает угрожать, что созовет пресс-конференцию и расскажет всю правду о братьях Кеннеди,
Кеннеди и их секретах. И вот мы подходим к ночи с 4 на 5 августа 1962 года в Брентвуде. Ночи, наполненные хаосом, ложью и несостыковками. По официальной версии, Мэрилин заперлась в спальне и приняла смертельную дозу барбитуратов, но детали, зафиксированные в отчетах, вызывают огромное недоумение и кучу сомнений. Экономка Мэрилин Юнис Мюррей несколько раз меняла свои показания. Сначала она утверждала, что заметила свет в спальне актрисы в 3 часа ночи и вызвала ее психоаналитика Ральфа Гринсона. Позже выяснилось, что тело было найдено гораздо раньше. Когда на место прибыла полиция, спальня была идеально убрана, а постельное белье постирано и заново застелено. Куда делся тот самый красный дневник с записями? Он исчез из дома в ту же ночь, больше никогда не всплывал ни в одном архиве. Результаты вскрытия породили еще больше вопросов. В желудке Мэрилин не было обнаружено ни следов таблеток, ни характерного осадка от капсул, хотя для такой концентрации яда она должна была проглотить не менее 50 пилюль. Это наводит многих токсикологов на мысль, что смертельная доза гидрата хлорала и нексабентала была введена либо же через клизму, либо инъекционно, что объясняет отсутствие следов в пищеварительном тракте. По свидетелям очевидцев, днем 4 августа к дому Мэрилин приезжал лично Роберт Кеннеди в сопровождении 2 агентов. Между ними произошла жестокая ссора. Мэрилин требовала ответа, почему ее выбросили из жизни, и угрожала разоблачением. Был ли это случайный передоз, вызванный врачебной ошибкой психоаналитика, который решил ввести успокоительное на фоне уже принятых таблеток, или же это была спецоперация по ликвидации женщины, которая узнала слишком много государственных тайн? Вся трагедия Нормы Джин сводится к очень простому и страшному факту. Она придумала Мерлин Монро, когда была маленькой девчонкой, которую никто не защищал. Ей казалось, если стать идеальной, яркой и любимой абсолютно всеми, тебя больше никто и никогда не бросит и не обидит. Но Голливуд сработал как капкан. Чем больше весь мир влюблялся в эту идеальную блондинку с экрана, тем меньше в ней замечали реального человека. Мужчины видели в ней красивую игрушку, студии – источник денег, а зрители – картинку. В итоге к 36 годам Мэрилин полностью вытеснила саму Норму Джин. Она отдала этому образу все – свое здоровье, свои мечты о нормальной семье, интеллект и, в конце концов, свою жизнь. Официальная версия говорит про передозировку, но слишком много странных совпадений, почищенных улик и исчезнувших дневников, которые остаются за кадром той самой ночи в Брентвуде. Напишите в комментариях, кем для вас была Мерлин Монро. Жертвой системы, гениальным продюсером собственного образа или же женщиной, которая знала слишком много тайн. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы продолжим разбирать самые запутанные и резонансные феномены в истории в следующих видео. С вами была я, Лора Орлова. Жду самых активных в комментариях. До встречи в новых выпусках.